В открытом офисе стоял привычный утренний шум клавиатуры, стучали, телефоны звонили, кто-то спешно листал бумаги, обсуждая проекты. Менеджер среднего звена, всегда уверенный в своей безупречности, заходил в отдел после встречи, держа в руках стакан газировки. Он шел быстро, поглядывая в телефон, и не заметил, как на повороте узкого прохода навстречу ему вышла молодая сотрудница. Столкновение было резким. Пластиковый стакан выскользнул из его руки, и липкая сладкая жидкость хлынула на белоснежную рубашку девушки. Коричневые разводы расползлись по ткани, мгновенно испортив ее опрятный вид. Девушка вздрогнула от холода и запаха газировки, но не успела ничего сказать, как менеджер, нахмурившись, сделал шаг вперед и начал выговаривать ей за невнимательность. Он говорил громко, с нажимом, почти не оставляя ей возможности открыть рот. Сотрудники, сидевшие за соседними столами, переглядывались, стараясь сделать вид, что продолжают работать. Кто-то тихо шепнул коллеге о том, что произошло, и уже через пару минут в дверях появился охранник. Он встал рядом с девушкой, сложив руки за спиной, и спокойно наблюдал за ситуацией, словно оценивая, насколько она может обостриться. Менеджер не сбавлял тон. Он считал, что у него есть полное право поставить нерасторопную подчиненную на место. Он даже не задумался, что мог быть хоть в чем-то виноват сам. И уж точно не мог представить, что эта встреча станет для него последней в роли руководителя. Ровно через 10 минут в офис зашел генеральный директор, высокий, представительный мужчина с холодным взглядом и спокойной уверенностью в походке. Он сразу заметил, что что-то не так. Сотрудники отворачивались, а девушка стояла рядом с охранником в испорченной рубашке. Когда их взгляды встретились, она лишь слегка улыбнулась, словно почувствовав, что теперь все изменится. Генеральный директор узнал ее сразу, это была его дочь. Он подошел, выслушал тихий, но предельно четкий рассказ охранника и обернулся к менеджеру. В его голосе не было крика, но каждое слово было как приговор. Решение приняли мгновенно. Через полчаса на столе менеджера уже не осталось личных вещей, а его пропуск был аннулирован. В офисе повисла глухая тишина, и никто больше не решался громко обсуждать случившееся. Только шепотом передавали историю о том, как одно утро, одна чашка газировки и несколько лишних слов лишили человека карьеры. А девушка, переодевшись в чистую одежду, вернулась к работе, словно ничего не случилось, только в ее глазах теперь светилось едва заметное чувство справедливости. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.